Друзья, всем привет! В прошлом ролике мы с вами производили замену приводного ремня на станке на рейсмусовом джетовском. Как я говорил, были проблемы, удары при обработке заготовки, и заготовка приостанавливалась на какую-то долю секунды. Ремень заменил, мне показалось, что эта проблема ушла. Когда несколько раз пробных прогнал заготовочку, обстрогал, ударов не было. Но в дальнейшем, когда я начал работать уже более длительный период, снова стали повторяться вот эти удары. То есть причина устранена не была. Решил посмотреть с другой стороны. На противоположной стороне рейсмуса есть еще система цепных приводов. Цепи защищены вот таким пластиковым кожухом. Он снимается очень просто. Там снизу два винта. Под шестигранник выкручивается. И все, он убирается. Здесь тоже было все в опилках забито. То есть этот кожух, он вообще не защищает от попадания опилок. Ну и как мы видим, сейчас поближе вот так сделаю. Цепи, на мой взгляд, очень сильно прослаблены. Видимо, они растянулись со временем. Вот посмотрите. Они, конечно, не должны быть в натяжку, но здесь прям вообще ослаблено. Вот они практически соприкасаются друг с другом, если их вот так сдавить. В общем, я думаю, что причина кроется именно в этом. Скорее всего, под нагрузкой звено цепи проскакивает через зуб на звездочке, и получается такой удар. Соответственно, валы резиновые, которые тянут заготовку, в этот момент приостанавливаются, и происходит то, что происходит. В общем, будем менять еще и цепи. Итак, друзья, приобрел я две новых цепи и сразу заодно взял 4 звездочки. Порекомендовали мне продавцы заменить звездочки, так как если цепи ослабли, проскакивали, то звездочки тоже получили определенный износ. Лучше их поменять. Стоят они не так дорого, 175 рублей за одну штучку, и цепи 950 рублей. То есть вышло у меня все вместе 2600, по-моему. Сама по себе замена ничего сложного себя не представляет. Откручиваем винты, 3 винта на звездочках, и меняем звездочки и цепи. Пришлось немножко повозиться вот с этим винтом. Металл очень слабый, имейте в виду. Отверткой буквально при небольшом усилии его разбило. Вот такой вот металл, слабенький. Только при помощи разводного ключа удалось его сорвать. Вот старые запчасти убираем и в обратном порядке ставим все новое. Лучше сразу цепь надеть. Ну вот, станок установил на место, специально подольше его погонял, заготовку построгал, прям поработал побольше, чтобы уже наверняка понять. Что хочу сказать, замена цепей помогла, ни одного удара больше, ни одного стука не было. Также, значит, истинная причина была именно в растянувшихся цепях.
Вот специально не закрывал кожухом, чтобы посмотреть, как это работает. Чтобы было наглядно видно. Сейчас я его запущу. Вот так вот это работает. С той стороны приводной ремень, который с двигателя идет на строгальный вал. А с этой стороны через редуктор от двигателя идет цепной привод на подающие валы обрезиненные, которые протягивают заготовку во время строгания. В принципе, ничего сложного нет. Устройство довольно простое. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем пока.